Дитя мое, ты скоро заболеешь. Да, я говорю не метафорически. Я говорю пророчески. Что-то готовится невидимо, что-то, что намеревается украсть твою силу, твой покой, твое время, твое богатство. Но слушай внимательно. То, что я открою сейчас, может остановить врага. То, что я скажу сейчас, может полностью изменить исход. Ты видишь это не случайно. Ты здесь не случайно. Тебя притянули. Притянули. Призвали. Потому что благословение и ожидание тебя больше, чем атака формируется против вас. И это предупреждение – это ключ. Ты чувствуешь это, не так ли? Усталость духа. Битвы, которым, кажется, нет конца. Тяжесть, что ложится на твою грудь по ночам, когда никто, кроме меня, не видит твоих слез. Дитя мое, я наблюдал, как ты сеял ковера в тишине, как вы молились, когда другие насмехались, как вы верили, когда все двери были закрыты. Но теперь в духовном мире происходит тайное движение. И если вы останетесь со мной, прочитав это послание, если вы прислушаетесь сердцу, а не только ваши уши, тогда я покажу вам, как не только избежать того, что грядет, но и как войти прямо в ваше чудо. Вы когда-нибудь задумывались, почему в последнее время вы находитесь в состоянии стресса? Почему рядом с вами проходят странные болезни? Почему ваше тело без причины устало? Почему деньги исчезают, не успев попасть в ваши руки? Это не случайность. Это знак. Духовный сигнал, дверь вот-вот закроется или откроется. Что произойдет дальше, зависит от вашего ответа на мой голос. Я даю вам шанс божественное приглашение на «Я не буду кричать вечно». Мой дух не будет бороться с человеком бесконечно. Есть предел этому времени, точка обещать. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Я сказал, что ты сейчас заболеешь. Но не потому, что хочу причинить тебе боль, нет. Я – Бог выздоровления, из избыток, из трансформации я раскрываю угрозу только для того, чтобы подготовить вас к чуду, и услышьте меня ясно. Если вы будете следовать инструкциям, которые я даю в этом послании, вы не только будете защищены от болезни, вы выйдете вперед при полнении. Да, я это сказал, точка богатства, точка здоровья, точка реставрация. Это в пределах вашей досягаемости. Но мне необходимо подчиняться. Мои секреты не раскрываются случайному слушателю. Они предназначены для выбранной. Для того, чьи сердца соответствуют моему завету. Вы молились о знамении. Просили ясности. Боже, просто скажи мне, что делать. Вот ваш ответ. Вот ключ к вашему следующему рожаю. Но вы должны прочитать это послание целиком. От начала до конца. Каждый раздел раскрывает нечто более глубокое. Каждое слово наполнено божественной стратегией. Я дам вам число, дату, семя, момент. Но я не открою его до назначенного времени. Оставайтесь со мной, и я покажу вам дверь. Выйдите пораньше, и вы можете пропустить единственное указание, которое разблокирует ваше наследование. Чувствуете, насколько это срочно? Я говорю не с позиции осуждения. Я говорю с позиции любви. Я хочу, чтобы вы жили. Я хочу, чтобы вы процветали. Но есть духовные законы выдвижения, и пока вы не услышите то, что я собираюсь вам открыть, вы не будете знать, как к ним приспособиться. Это видео – ваш божественный встреча. Ваш священный предупреждение. Ваш личное пророчество. Поэтому я говорю еще раз, смотреть до конца ваше чудо ждет, но карта скрыта. И пока вы не услышите полные инструкции, вы ее не увидите.
Готовы ли вы доверить мне свое будущее? Готовы ли вы прижаться ко мне, когда другие пролистывают страницу? Тогда оставайтесь и слушайте, потому что то, что я собираюсь вам сейчас открыть, потрясет само основание Вашейвера. Но сначала вы должны понять, почему в раковой первую очередь это касается именно вас. И для этого нам нужно копнуть глубже. Гораздо глубже. Дитя мое, вот почему я сейчас говорю. Это не для того, чтобы тебя расслабить, а для того, чтобы разбудить тебя, я не говорю легкомысленно. Я не прерываю вашу жизнь ради развлечения. Я говорю, потому что есть что-то вечное на кону. Я говорю, потому что у меня есть написано твои дни в моей книге, и у меня есть рукоположение для жизни не для преждевременных концов. Я создал твою судьбу с помощью избыток, а не истощения. Я написал твое наследство с богатства, а не недостаток. И все же многие слепо идут в буре, которые могли бы быть избегал, просто потому, что они отказались слушать. Поэтому я призываю вас сейчас. Отбросьте все отвлекающие факторы. Успокойте все голоса, которые борются за ваше внимание. Отключите шум мира хотя бы на несколько мгновений и послушайте, не только своими ушами, но и ушами своих дух. То, что я открываю в этот момент, более важно, ценнее золота, более дороже серебра, более срочный, чем любой срок в вашем календаре. И есть дверь перед вами сейчас. Дверь, ведущая либо к защите, либо к разоблачению. И выбор, войдете ли вы в нее, зависит исключительно от того, как вы отреагируете на мой голос. Дитя мое, я не обращаюсь к твоему интеллекту, я обращаюсь к твоему сердцу, вы истощены. Разочарованы. Несете бремя, которое вам никогда не было предназначено. И пока другие вокруг продолжают притворяться, в глубине души вы чувствуете это молчаливое предупреждение. Эту подкрадывающуюся болезнь. Эту финансовую засуху, которая никогда не заканчивается. Эту надломленность, которую не может вылечить медицина. Это не совпадение. Это не просто случайность. Это сигнал божественной тревоги, и я говорю это сейчас, потому что пришло ваше время, нет вверх. У тебя еще есть дыхание. А где есть дыхание, там есть и благословение, ожидающее востребования. Ты когда-нибудь задумывался, почему я в последнее время позволил некоторым вещам в твоей жизни пошатнуться? Почему безопасность, которой ты доверял, начала шататься? Дело не в том, что я тебя наказываю. Дело в том, что я разрушаю ложные надежды, чтобы вы могли получить истинное чудо. Я освобождаю ваши руки от подделок, чтобы вы могли понять настоящее наследство. Но послушай меня, трансформация не происходит автоматически. Ты должен выбирать, следовать инструкции. Вы должны слушатель в том направлении, которое я даю. Потому что вера без послушания, как семя без почвы. Оно выглядит потенциальным, но не приносит плодов. Урожай. И то, что я собираюсь вам показать, то, к чему я двигаюсь, это инструкция, которая будет изменить и свою атмосферу. Вы смотрите это не потому, что вам любопытно. Вы смотрите, потому что небеса назначили вам этот момент. Есть обмен, что происходит в духовном мире прямо сейчас. Когда вы наклоняетесь, даже сейчас я выпускаю выздоровление, я выпускаю откровение. Каждая клетка твоего тело откликается на вибрацию моего слова. И если ты продолжишь, я дам тебе точную стратегию. Вам нужно искоренить болезнь прежде, чем она пустит корни. Я открою вам число, которое открывает перелив. Но я дам его только тем, кто останется до назначенного срока. Момент. Итак, остановитесь на мгновение. Прямо сейчас. Если вы почувствовали что-то шевельнувшееся в вашем духе, если вы чувствуете, что это божественное вмешательство,
то не стесняйтесь. Нажмите кнопку «Мне нравится». Не ради алгоритма, не ради тщеславия, а как подтверждение вашего согласия с моим голосом. Что ты получать это слово? Что ты есть отвечаю с верой. Этот небольшой поступок в естественном смысле становится сигнал в духовном мире. Он говорит: «Я слушаю, я готов, я верю». Как и женщина, которая коснулась края моей одежды, это может показаться незначительным, но это активирует поток власти. Дитя мое, я привел тебя сюда не для того, чтобы оставить тебя здесь. Я не для того, чтобы ты услышал это послание, а для того, чтобы ты остался в недоумении. Я привел тебя сюда, чтобы предупреждать ты, чтобы я мог спасать ты. Встряхнуть ты, чтобы я мог стабилизировать, чтобы показать вам трещину в фундаменте, чтобы я мог залить богатство, выздоровление и услуга в то, что восстанавливается. Но эта следующая часть жизненно важна. Потому что теперь мы должны противостоять Кринтова, что на самом деле вам угрожает. Видите ли, болезнь не только в теле. Она в разум. Он находится в духе, и пока мы не решим проблему настоящая инфекция, мы не можем разблокировать чудо. Некоторые погибают не от того, что попало в кровь, а от того, что заразила система верований ложь, которая говорит «это просто жизнь». Голос, который шепчет «ты всегда будешь бороться». Этот голос не мой. Я никогда не писал бедностью ваше наследство. Я никогда не проектировал болезнь для вашей судьбы. Но из-за того, с чем вы согласились, из-за того, что вы терпели, враг заявил о наличии законных оснований. Но не бойтесь, потому что в следующей части этого сообщения я расскажу вам, как именно разорвать соглашение. Как закрыть дверь к тому, что молча истощало тебя. Но для этого ты должен остаться. Ты должен слушать интенсивность человека, который знает, что его жизнь на кону. Потому что это так. И если ты все еще здесь, это значит, что твой дух знает, что это правда. Итак, присядьте. Позвольте мне раскрыть настоящую опасность. Позвольте мне показать вам, что скрывается за вашими шаблонами, за вашей болью, за вашей прокрастинацией. Потому что в тот момент, когда вы ясно это увидите, вы вернете себе власть «Я уже дал тебе». И то, что тебя преследовало, начнет клоняться власть внутри тебя. Дитя мое, это преобразование же идет. Болезнь уже потеряла свою силу, законное право. Богатство уже было выпущено. Но финал разблокировка требует понимания. И понимание приходит в следующем откровении, которое я вам дам. Итак, слушайте внимательно. Потому что то, что я открою дальше, это причина, по которой враг изначально напал на вас. Дело не в вашем прошлом. Дело в вашем будущем. Твоя судьба. Твой урожай. Твой звонок враг боится того, кем ты станешь, когда наконец пойдешь в полном послушании. И именно поэтому мне пришлось говорить сейчас. Оставайся со мной. Потому что следующая правда разрушит ложь, которая держала тебя в тисках годами. Готовы ли вы противостоять этому? Тогда продолжайте слушать. Дитя мое, давай поговорим откровенно. Ты игнорировала слабые сигналы своего тела. Нежный шепот, который я посылала. Внезапное стеснение в груди, необъяснимая усталость, которая не отпускала, незваные приливы, легкие боли, которые исчезали так же быстро, как и появлялись. Ты называла их «нормальной», ты отмахнулся от них. Ты сказал: «Я просто устал, это просто возраст, это пройдет». Но я поместил эти знаки в тебя, чтобы дать тебе паузу, чтобы прервать ваш темп, чтобы напомнить вам, что ваше тело вам не принадлежит.
это мой храм. И то, что вы игнорируете мой храм, становится местом, которое занимает враг. Ты сказал: у меня нет времени беспокоиться об этом. Но я спрашиваю тебя сейчас: у тебя есть время терять свою судьбу? Вы говорили себе, что это просто стресс. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему стрессу позволяют оставаться? Вы вылечили то, что я вам и предлагал, молиться. Вы заглушили симптом, но дух болезни осталась. И все же, я был терпелив. Я посылал тебе сны. Я посылал тебе бессонные ночи. Я посылал тебе мгновения тишины, когда мой голос пытался пробиться сквозь шум. И все же ты продолжал двигаться. Поэтому я спрашиваю вас сейчас: от чего ты бежишь? Правда ли, что вы слишком долго пренебрегали собой? Страх услышать плохие новости, из-за которого вы притворяетесь, что все хорошо? Гордыня ли это от мысли, что вы можете справиться совсем самостоятельно, хотя вес медленно вас сломит? Вы говорите другим, что все в порядке, но ваш дух знает лучше. Ваше сердце знаешь лучше. Твоя подушка выплакала больше слез, чем ты когда-либо делилась с кем-либо. И вопрос остается: почему ты продолжаешь игнорировать мой голос? Ты забыл, что твое тело святой, что ваше здоровье является частью вашего завета со мной. Разве я не сказал в моем слове: ранами его вы исцелились? Разве я не обещал, что удовлетворю вас долгой жизни и покажу тебе мое спасение? Почему же тогда вы миритесь с симптомами? Почему же тогда вы принимаете несчастье, как будто оно принадлежит вам? Это не так. Болезнь этого. И вор не стучит вежливо. Он входит, когда двери открыты. И каждый раз, когда ты игнорируешь мой голос, ты оставляешь еще одну дверь незапертой. Я прошу вас, какую дверь ты оставил открытой? Какое соглашение вы неосознанно заключили с болезнью? Какие привычки вы простили, отравляющие ваше здоровье, храм? Беспокойные ночи, полные тревоги. Еда, которая утоляет голод, но лишает душу. Разговоры, которые истощают дух. Окружение, которое порождает стресс, но никогда не приносит покоя. Вы окружили себя шумом, но тишина, необходимая вам для выздоровления, был отодвинут в сторону. Ты говоришь: «Боже, исцели меня». Но когда я пытаюсь предупреждать, ты затыкаешь уши. Когда я передаю сообщение через друга, проповедь или видео, ты говоришь: «Это не для меня». Но теперь ты знаешь, это является тебя. Это твое божественное прерывание. Это тот момент, когда я откладываю все остальное, чтобы просто спросить вас: почему ты не воспринимаешь меня всерьез, когда я пытаюсь тебя защитить? Думаешь, мне нравится смотреть, как ты страдаешь? Ты веришь, что твой боль прославляет меня? Нет, дитя мое. Я Бог восстановления, а не разрушения. Я наслаждаюсь твоим цельность, а не твой упадок. Но любовь без предупреждения – это вовсе не любовь. И вот я снова здесь, протягиваю руку. Предупреждаю. Зову. Позвольте мне спросить вас следующее. Какую цену вы готовы заплатить за то, чтобы и дальше игнорировать знаки? Готовы ли вы потерять свою энергию, свою ясность, свою радость, свою жизнь? Стоит ли сиюминутное удобство долгосрочных последствий? Дьявол никогда не скажет вам цену заранее. Он всегда соблазняет отсрочкой. Ты разберешься с этим на следующей неделе. Ты начнешь лучше питаться в следующем месяце. Ты снова будешь молиться, когда все успокоится. Но, дитя мое, следующая неделя не обещана, завтра не гарантирована.
Вы жили в духовном кредите, заимствуя энергию из источника, в который вы не сеяли. И время жатва пришел. Не потому, что я хочу наказать, но потому, что каждый семя производит урожаи, и если вы посеяли нерадение, вы должны теперь вырвать его с корнем, посеяв покаяние и послушание, и вера у меня еще есть время искупить годы, пожранные саранчой. Но я не могу искупить то, что ты не искупишь. Выпускать. Поэтому я снова спрашиваю вас, что вы отказались опубликовать эти токсичные отношения, которые тебя истощают? Это невысказанная горячь, что таится в твоей груди. Этот стресс, который ты носишь, как броню, но он разъедает твою душу. Это молчание, с которым ты смирился, хотя оно душит тебя. Молитвенная жизнь. Зачем ты держишься за то, что тебя убивает? Зачем ты защищаешь то, что крадет твои благословения? Ты уже постился. Ты молился. Ты плакал. Но ты не сделал этого. Полностью сдался не только ваш график, но и ваши привычки, не только твоя боль, но и твоя узра. Если вы хотите быть исцелен, ты должен открыть мне доступ к тем самым частям своей жизни, которые ты скрывал. К тем, которые ты считаешь слишком постыдными, слишком запутанными, слишком неисправимыми. Но, дитя мое, нет ничего, что было бы мне недоступно. Нет болезни, которую я не смог бы исцелить. Нет проклятия, которое я не смог бы разрушить. Нет раны, которую я не смог бы исцелить. Лечить. Но я не буду переопределение твоя воля. Ты должен пригласить меня войти. Ты должен освободить место. Ты должен выбрать чудо над кратковременным комфортом отрицания. Пусть этот вопрос пронзит вас. Ты готов жить снова. По-настоящему жить, не просто выживать. Не просто действовать. Но ходить в божественном. Здоровье, богатство, мир и цель. Вы готовы отпустить то, что сломано, и принять то, что благословенный? Готовы ли вы отложить боль, чтобы иметь возможность взять себя в руки, обещать? Я говорю это не для того, чтобы вас пристыдить. Я говорю для того, чтобы сохранять ты. Потому что, по правде говоря, ты уже знаешь, на что я указываю. Ты уже чувствовал этот толчок. Ты слышал мой шепот в тихие часы. Ты видел знаки. Ты просто оттолкнул их. Но хватит. Хватит игнорирования. Хватит притворства. Хватит отмахиваться от священных сигналов тревоги, которые я поднимал. Настал момент отвечать. Не с оправданиями, а с капитуляцией. Потому что следующее наставление, которое я вам дам, станет началом вашего разворота. Чудо-начница, когда послушание начинается. Но сначала вам нужно противостоять скрытой болезни вашего духа. И для этого мы должны смотреть не только на то, что вы сделали, но и на то, во что вы верили. Потому что ваша система верованитиха формировала ваше тело. И если вы носили в себе ложь, вы также носили в себе масса, и с них лежит в ваших клетках, в вашем дыхании, в вашем разуме. Вы готовы быть бесплатно? Тогда оставайтесь рядом. Потому что то, что я открою дальше, изменит ваш взгляд на все. Дитя мое, прежде чем ты будешь взывать о чуде, прежде чем ты постучишься в дверь изобилия, прежде чем ты протянешь руки к богатству и наследию, которое уже написано в Завете, ты должен сначала научиться нести благословение. Ибо я, Господь, Бог твой, не наливаю елей в сосуды треснувшие и негодные. Я не передаю бремя божественного наследия в руки, которые не были готовы его принять. Есть скрытая истина, которую даже многие верующие никогда не откроют. Дело не в том, что я утаил ваше чудо, дело в том, что ваша структура еще не сформирована, чтобы вместить его. Ваша жизнь не откладывается,
она формируется. И сегодня, если вы слышите мой голос, не ожесточайте свое сердце, потому что я собираюсь открыть 5 священных наставлений, 5 божественных ключей, которые сформируют ваш сосуд и направят ваш путь со сверхъестественной ясностью. Это необычное учение. Это сокровенные тайны, которые шепчут только в молитве. Их не кричат со сцены и не вывешивают на площадях. Это 5 наставлений для жизни, каждая из которых шаг к преображению, каждая уровень божественной подготовки. Во-первых, успокойте свое сердце. Дитя мое, шум крадет твое наследство. Ты спешишь от мгновения к мгновению, твое сердце бьется быстрее, чем я запланировал, твой разум запутался в страхе и сомнениях. Ты молишься дрожащими губами, но никогда не задерживаешься достаточно долго, чтобы услышать мой шепот в ответ. Шум мира стал громче моего голоса. Но я говорю в тишине. Я призываю вас к священной тишине. Не просто к отсутствию звука, но к глубокому покою преданного сердца. Будьте тихи и знайте, что я Бог. Это не просто стих, это наставление. Повеление. Дверь к откровению. Каждый раз, когда ты успокаиваешь свое сердце в моем присутствии, ты приближаешься к чуду. Каждый миг покоя в моем духе восстанавливает твою связь с судьбой. Ты не отстаешь, ты отвлечен. Ты не сломлен, ты подавлен. И исцеление, которого ты ищешь, начинается не с борьбы, а с капитуляции. Успокой свое сердце, дитя мое. Отойди от толпы. Отойди от постоянных оповещений, отравляющих разговоров, бесконечного пролистывания лент. Мне хочется сказать кое-что, но я говорю это только тем, кто обитает в тайном месте. Во-вторых, дитя мое, ты должен изменить то, что ты позволяешь входить в свое тело. Ты просишь меня об исцелении, но относишься ли ты к своему телу как к храму? Вы жаждете энергии, ясности, восстановления, но ваш сосуд полон ядов, привычек, переданных поколениями, которые даже не подозревали, что ведут войну за здоровье. Враг атакует не только сомнениями, но и отвлечением, медленным разрушением, обернутым в удобство. Твое тело – мой замысел. Священное. Созданное со святым намерением. Но то, что ты в него вкладываешь, показывает, веришь ли ты в это. Дитя мое, дело не в совершенстве, а в благоговении. То, что ты ешь, что пьешь, как двигаешься, все это говорит о твоей вере. Я дал тебе этот храм не только для того, чтобы нести твою душу, но и для того, чтобы нести твое призвание. Как ты будешь бежать, если ты постоянно устал? Как ты будешь говорить, если твой голос приглушен болью? Отпусти то, что приводит к медленному упадку. Сахар, пропитанный печалью. Зависимости, замаскированные под комфорт. Начни с малого. Начни с молитвы. Пригласи меня в свою еду, свой выбор, свои желания. Это не диета, это самоотверженность. Это не контроль, это завет. Если ты будешь чтить свое тело, я высвобожу новую силу. В-третьих, дитя мое, твой разум и эмоции – это ворота к твоему здоровью. Это, возможно, тот секрет, в который мало кто осмеливается заглянуть. Вы думаете, что ваша боль физическая. Вы считаете, что ваша усталость – случайность. Но многое из того, что вы носите в своем теле, берет начало в вашем сердце. Раны, которые ты так и не залечил. Горе, которое ты похоронил. Стресс, который ты нормализовал. Они не невидимы. Они записываются в твои клетки, твою химию, твою иммунную систему. Твои мысли – семена, и они прорастают в твою плоть. Но я дал вам силу обновить ваш разум.
Пленяй каждую мысль. Говори мое слово, возвышаясь над своими чувствами. Когда печаль шепчет, напомни ей об обещании. Когда страх кричит, ответь ему правдой. Твое исцеление начинается, когда твое сердце начинает соглашаться с небесами. Эта война, дитя мое, не только за твою плоть, но и за твое внимание. Твои чувства тебе не хозяин. Ты не раб травмы. Во мне мир, превосходящий всякое понимание. Он не имеет смысла в буре, но он царит над ней. Ты должен охранять свои внутренние врата. Не каждая мысль желанна. Не каждая эмоция заслуживает трона. Верни себе свой внутренний мир, и твой внешний мир начнет меняться. В-четвертых, дитя мое, ты должен переместить тело, которое я тебе дал. Это просто, но игнорируется. Вы просите у меня прорыва, но не двигаетесь с места. Ты просишь у меня огня, но никогда не тянешься к пламени. Я дал тебе мускулы не только для выживания, но и для того, чтобы идти к цели. Я дал тебе дыхание не только для жизни, но и для хвалы. Я дал тебе конечности, чтобы ты мог снова подняться, даже после каждого падения. Движение – это молитва в движении. Когда ты идешь, когда танцуешь, когда ты сознательно растягиваешь тело, ты чтишь жизнь, которую я вложил в тебя. Не позволяй неподвижности стать твоим пленом. Твое тело жаждет быть использованным. Не в тщеславии, но в победе. Даже простая прогулка, ежедневная потяжка, воздевание рук в поклонении – все это разрывает цепи, которыми враг незаметно опутал твою силу. Двигайся, дитя мое. Чудо твое часто ждет тебя по ту сторону послушания. Физическое движение высвобождает духовную активность. Сделай первый шаг, и я укреплю твою походку. Тебе не нужен спортзал, тебе нужна благодарность в движении. В-пятых, не пренебрегайте сном. Да, дитя мое, даже в покое есть откровение. Я создал ночь, чтобы твое тело могло исцелиться, а твоя душа снова могла мечтать. Но ты борешься с этим. Ты не спишь, беспокоясь о завтрашнем дне, рассчитывая, что может дать только вера. Ты пролистываешь страницы, вместо того, чтобы погрузиться в покой. Ты ложишься, но твой дух не знает покоя. Однако я избрал покой оружием. Во сне ваше тело восстанавливается. Во сне ваш разум очищается. Во сне я говорю. Я посылаю видение, впечатление, наставление в ночные бдения. Разве я не говорил с Иосифом во сне? Разве я не предостерегал волхвов, пока они спали? Разве я не служил Даниилу в видениях? Ты не ленишься отдыхать, ты послушен. Сон священен. Это не пустая трата времени, это почва, на которой зарождается завтрашняя сила. Отбрось чувство вины. Отбрось страх. Окунись в мое присутствие. Твоя судьба строится не на выгорании, а на балансе. Спи, дитя мое. Верь, что мир не лежит на твоих плечах. Я, Господь, Бог твой, не дремлю и не сплю. Пока ты отдыхаешь, я сражаюсь за тебя. Теперь слушайте меня ясно. Эти 5 наставлений и не бремя. Они не тяжкие законы. Они мосты к благословению. Когда вы чтите эти 5 священных привычек, вы подаете небесам сигнал о том, что готовы принять бремя своего наследия. Успокой свое сердце. Уважайте свое тело. Берегите свой разум и эмоции. Двигайтесь целенаправленно. Спи спокойно. Это ритм выравнивания. Это структура, несущая богатство без коррупции.
так вы готовитесь к сверхъестественному урожаю, который я уже запланировал. Но знай, дитя мое, враг испытает каждую из этих 5. Он попытается нарушить твое спокойствие, возбудить твой аппетит, отравить твои мысли, связать твое тело изнеможением, лишить тебя покоя тревогой. Но вы не одиноки. Эти 5 наставлений не просто правила, это священное оружие. Тайны верующих, дары избранных. И если вы будете следовать им ежедневно, ваш путь засияет ярче. Ваша душа поднимется выше. И чудо, которое вы ищете, не только найдет вас, но и останется. Поэтому позвольте мне спросить вас сейчас, мягко, но твердо. Кем из 5 ты пренебрег, дитя мое? Какие из этих божественных указаний вы отложили, похоронили, проигнорировали? Не отвечай быстро. Сохрани вопрос. Пусть твое сердце ответит честно. Потому что следующая волна твоих благословений будет сформирована тем, что ты делаешь в этот момент. Если ты изменишь свою жизнь, я совершу чудо. Если ты будешь чтить этот порядок, я открою дверь. Помните, я не жду от вас совершенства, я жду от вас соответствия. И когда вы вернетесь на мой путь, вы найдете меня уже там, ожидающий, готовый, переполненный благословением, которое вы считали утраченным. Но прежде чем мы перейдем к следующему обещанию, вы должны решить, пойдешь ли ты по этому пути, или будешь продолжать просить богатства, не подготовив сосуд. В следующей главе мы глубже изучим семя судьбы, которое уже заложено в вас. Но сначала поразмышляйте. Выбирайте. Готовьтесь. Ваша трансформация не откладывается. Она уже строится. Дитя мое, мне нужно тебе сейчас кое-что сказать. Часть боли в твоем теле не от возраста. Часть смятения в твоем разуме не от стресса. Часть перенесенных тобой мучений от задержек, разочарований, болезней не были вызваны естественными причинами. На вас напали. Не потому, что ты слаб, а потому, что ты выбранный. Враг охотится не за вашим домом. Он не гонится за вашей машиной, вашей работой или даже за вашим банковским счетом. Враг охотится за вашим верой, если он сможет. Украсть вашу веру, он сможет помешать вашему благословению. Если он сможет обременить ваш дух, он сможет задушить ваше чудо. Вы думаете, что просто устали, но это не просто усталость. Это духовная война. Вы думаете, что просто запутались, но это не просто нерешительность. Это туман, посланный, чтобы заглушить вашу молитву. Вы думаете, что больны, но настоящая болезнь – это демонический удар по вашему будущему. А теперь, дитя мое, пора вставать. Не только физически, не только эмоционально, но и духовно. Ты не был создан быть жертвой. Ты не был спасен, чтобы быть побежденным. Я вложил в тебя свой дух не страха, но силы, любви и здравого смысла. Настал ваш час конфронтации. Это тот момент, когда ты дать отпор. Враг слишком долго нашептывал ложь. Ты никогда не исцелишься. Ты всегда будешь бедным. Твоя семья останется разрушенной. Ты никогда не победишь эту зависимость. Ты никогда не узнаешь покоя. Но что я сказал? Я сказал, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Я сказал, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Я сказал, на змей и скорпионов наступите, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам.
Это не предложение. Это указы с престола небесного. Вы не бессильны. Вы не забыты. Вы не без оружия. А теперь слушайте внимательно, потому что именно здесь ваша трансформация станет реальной. Некоторые из болезней, с которыми вы сталкиваетесь, имеют не природную природу, а являются результатом духовного нападения. Враг наносит удар тела, чтобы ослабить душу, он использует уныние как яд. Он прячет депрессию за усталостью. Он окутывает сомнения в ваш диагноз. Но я дал вам власть. Не от вашего имени, а от имени мое имя. Имя Иисуса – твой меч. Когда вы говорите это, ангелы двигаются. Когда ты это провозглашаешь, тьма содрогается. Когда ты шепчешь это в полночь, твои враги развеиваются, как пыль по ветру. Я говорю вам сейчас, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Не может быть. Не позже, он убежит. Но чтобы противостоять ему, вы должны стоять в истине моего слова. Вы не можете вести духовные битвы эмоциональным оружием. Вы должны быть облачены во всеоружие, пояс истины, броню праведности, щит веры, шлем спасения и меч духовный. Да, дитя мое, это война. Но я не послал тебя в бой безоружным. Когда вы чувствуете, как тьма давит на ваши мысли, произнести слово. Когда ваше тело болит, а врачи не находят объяснения, обличай духа немощи. Когда ваши деньги исчезают без причины, обсудите свои финансы и объявите о прорыве. Когда ваши дети замолкают и в доме становится напряженно, проси кровь Иисуса над своей семьей. Ты не сумасшедший. Ты в бою. Вы не прокляты. Вы в процессе строительства. И эта битва не конец, это дверь к величайшему чуду вашей жизни. И теперь, дитя мое, я прошу тебя о чем-то священном. Вы ощущали эту войну в своей жизни? Плакали ли вы когда-нибудь, не зная почему? Просыпаетесь уставшим даже после сна? Теряете спокойствие в местах, которые когда-то казались безопасными? Испытываете трудности в тех областях, где раньше вы побеждали? Чувствуете ли вы, что что-то невидимое сдерживает вас? Если вы чувствуете что-либо из этого, комментарий ниже прямо сейчас, да, прямо здесь. Напишите об этом. Опишите, с чем вы столкнулись. Выскажите то, о чем молчали. Назовите то, что тайно с вами борется. Потому что признание – это не слабость, это война. Ваш комментарий не для привлечения внимания, а для выравнивания. Вы не просто пишете в ящик. Вы посылаете сигнал небесам и всем темным силам, которые следят за вами, осведомленный, ты бодрствующий и ты есть готовый. Произнесите это. Напечатайте это. Заявите об этом сейчас. Я запрещаю врагу. Я заявляю о своем исцелении. Я провозглашаю свое чудо. Я стою на Слове Божьем. Не жди. Не раздумывай слишком долго. Просто повинуйся. Потому что в тот момент, когда ты скажешь что-то, что-то сломается. Закономерность рухнет. Цикл изменится. Ангел освободится. Дитя мое, надежда есть. Да, битва жестока. Да, нападки кажутся личными. Да, задержка была долгой. Но я не забыл тебя. Я не бросил тебя. Я обучил тебя. Ты думал, я тебя наказываю, но я тебя готовил. Ты думал, что враг побеждает, но ему было позволено лишь столкнуть тебя в мое присутствие. Вы думали, что теряете все, но вы приобрели то, чего враг боится больше всего – духовный авторитет.
Теперь ты понимаешь. Теперь ты можешь бороться. Ты не просто верующий, ты воин. Вы не просто выживаете, вы стоя. Вы не просто надеетесь, вы заявляя. Так что вставайте. Выпрямитесь. Говорите смело. Исцеление по команде. Разрушайте проклятия. Отрекитесь от страха. Верните себе свое имя. Заявите о своем наследстве. Враг хотел, чтобы ты замолчал, но твой голос – ваше оружие. Враг хотел, чтобы вы были изолированы, но ваше свидетельство – ваш огонь. Враг хотел, чтобы ты был опозорен, но твое послушание – ваша броня. Вы не одиноки. Взгляните на комментарии. Увидьте своих братьев и сестер, стоящих рядом с вами. Увидьте, как армия Господа поднимается в каждой стране. Вы – часть чего-то вечного, чего-то божественного, чего-то, что не одолеют врата ада. Болезнь в твоем теле. Она преклонится перед именем Иисуса. Страх в вашем разуме. Он будет разрушен правдой. Родовое проклятие. Оно закончится на тебе. Это не конец. Это поворотный момент. И прежде чем мы закроем эту главу, я снова прошу вас, смело и со всей любовью Отца, оставите ли вы комментарий ниже? Вы будете объявить войну на врага прямо сейчас? Вы будете напиши свою молитву, ваша борьба, ваша надежда. Не для алгоритма, не для представлений, но для победы. Потому что каждый раз, когда Дитя Божье проповедует миру веру, враг теряет опору. Не откладывайте. Комментарий. Говорить. Сопротивляться. А потом приготовьтесь. Потому что то, что произойдет дальше, вас шокирует. В следующей части этого сообщения я раскрою поворотный момент, сверхъестественный знак того, что вы уже выходите на новый уровень судьбы. Вы дали отпор врагу, теперь вам нужно приготовиться к получению награды. Но на данный момент. Комментарий. Заявить. И посмотрите, что произойдет дальше. Я с тобой, дитя мое. Я вижу твою боль. Я знаю вашу войну. Но я также знаю следующее. Вы всего в одном заявлении от своего прорыва. Дитя мое, ветер стих. Гром прогремел. И теперь, в тишине, наступившей после бури, я прихожу поговорить с тобой не с настойчивостью, но с ясностью. Это час, когда твоя душа должна выбрать свое направление. Потому что величайшие чудеса исходят не только от моей руки, они происходят, когда твое сердце подчиняется моему завету. А предать единство своему сердцу значит сделать священный выбор. Все это, дитя мое, создает атмосферу, в которой может произрасти болезнь, горечь, зависть, пассивность, бунт, жадность. Это семена духовного разложения, посеянные незаметно, политые оправданиями и собранные в печали. Они не всегда проявляют себя насилием. Иногда они прорастают в тихих уголках души. Жалоба, высказанная шепотом. Необузданная обида. Желание, взращенное в тайне. Но каждое семя приносит плод. И каждый плод имеет вкус почвы, на которой он вырос. Спросите себя сейчас, что вы сеяли. Потому что ваш урожай не лжет. Это не магия. Это закон духовный, непоколебимый, вечный. Нельзя сеять недоверие и ожидать мира. Нельзя сеять тишину в молитве и ожидать сверхъестественного откровения. Нельзя сеять страх и ожидать награды за веру. Я сотворил землю прекрасной.
Я повелел солнцу восходить над праведными и неправедными. Но урожай принадлежит сеятелю. Да, дитя мое, ты сеятель. И то, что ты делаешь тайно, определяет изобилие, которое ты видишь на виду. Если твои поля засохли, то не потому, что дождь прекратился, возможно, потому, что ты перестал верить в дождь. Возможно, потому, что ты ушел с поля. Возможно, плуг отяжелел в твоих руках, и ты положил его, не попросив у меня силы. Но послушай, время еще не кончилось. Наследство все еще твое, если ты вернешься и снова посеешь. Я дал тебе эту жизнь не как ловушку, а как сад. Тебе не суждено было выживать во тьме, но процветать при свете. И я не зову тебя на путь без борьбы, но обещаю, что урожай всегда будет лучше, чем боль от плуга. Враг сказал тебе, что слишком поздно. Враг сказал, что ты упустил свой момент. Но я говорю, вернись в землю. Забери свою долю. Дверь не закрыта. Благословение не прошло. Каждое твое действие либо приближает тебя к моему свету, либо затягивает во тьму. Каждое сказанное тобой слово, будь то с добротой или с горечью, есть семя. И ты вкусишь от его плода. Я говорю это не для осуждения, а для пробуждения. Потому что ты дитя обетования, не жертва ветра. Ты сосуд судьбы. И секрет в следующем: ваше решение – двери. Ты стоишь перед ним прямо сейчас. И еще один выбор. И еще один момент. И еще одно семя. И еще одна возможность написать другую историю. Пойдешь ли ты вперед, следуя моему плану, или останешься укорененным в почве сомнений? Отпустишь ли прошлое или продолжишь переживать боль? Откроешь ли ты рот и пророчествуешь изобилие или промолчишь под тяжестью страха? Дитя мое, бремя, которое ты несешь сейчас, никогда не было частью моего замысла. Болезнь твоего тела, неразбериха в финансах, задержка брака, душевные муки – все это не наказание. Это размышление – точка отражения открытых и закрытых дверей. Обещаний, которым вы поверили или которые отвергли. Шепота, которому вы вняли, или предупреждений, которые вы проигнорировали. Но даже сейчас отражение может измениться. Зеркало вашей жизни не фиксировано. В этом сила выбора. В этом величие свободной воли. И вот что понимают немногие: вера – это не эмоция. Вера – это движение, вера – это неуверенность в своем будущем. Она – это сделать следующий шаг, даже когда вы вообще ничего не чувствуете. Вера говорит: «Я не понимаю, но я верю». Вера говорит: «Это семя кажется маленьким, но я все равно его посажу». Вера говорит: «Мои силы иссякли, но я поползу, если придется». И каждый раз, когда вы выбираете веру, открывается дверь. Каждый раз, когда вы действуете в соответствии с этой верой, небеса меняются. Итак, что вы выберете сегодня? Потому что теперь решение уже не о выживании, а о личность. Вы дитя тени или дитя завета. Вы все еще верите в дефицит или приняли реальность сверхъестественного богатства. Я говорю не только о деньгах, хотя и это часть их. Я говорю о богатстве мудрости, богатстве мира, богатстве присутствия. Мое присутствие. Мое помазание. Мой голос снова в твоем ухе. Моя рука на твоем плече. Мой дух дышит твоими легкими. И если это то, чего ты хочешь, тогда скажи об этом. Не шепчи это по секрету. Провозгласи это вслух. Запиши это. Заключи завет своими устами. Потому что то, что ты говоришь, становится решением.
А то, что ты решаешь, становится судьбой. Жизнь и смерть не в экономике, не в правительстве, не в руках твоего работодателя. Они в твоих язык. Говори благословение. Даже когда чувствуешь себя проклятым. Говори исцеление. Даже когда боль все еще не проходит. Говори о прорыве. Даже когда стена кажется непоколебимой. Потому что это твои ключи, дитя. Это ключи, которые я вложил в твою руку, когда создал тебя в тайной комнате. Ключи, чтобы связывать и освобождать. Ключи, чтобы открывать и закрывать. Используй их. И теперь, в этот тихий момент божественной паузы, я спрашиваю тебя, не кричу, а спрашиваю, что ты будешь делать с тем, что я тебе дал. Видишь, больше нет причин медлить. Ты услышал знаки. Ты почувствовал движение. Семя снова вложено в твою руку. И ты должен посадить его. Даже если ты не знаешь, как оно прорастет, даже если поле кажется бесплодным, даже если сердце твое все еще трепещет от вчерашней засухи, сей его. Ибо я, господин жатвы, и очи мои устремлены на тебя. Дверь перед тобой. Она не заперта. Она не спрятана. Она не предназначена для избранных. Она открыта для «ты», потому что мой сын сделал это так. Это был последний акт любви, приглашение вернуться к своему законному наследию. Стать снова тем, кем тебе всегда было суждено быть. Королем. Королевой. Дитя королевской семьи. Сосудом славы. Носителем чудес. Но ты должен сделать выбор. Не завтра. Не на следующей неделе. Сейчас. Итак, выбирайте правильно. Выбирайте мудро. Выбирайте свет, а не тьму. Выбирайте молитву вместо беспокойства. Выбирайте поклонение вместо жалоб. Выбирайте даяние вместо удержания. Выбирайте веру вместо страха. Выбирайте меня вместо всего остального. Потому что я уже выбрал ты. Пусть это будет момент, когда ты перестанешь ждать и начнешь идти. Когда ты перестанешь сомневаться и начнешь заявлять. Когда ты перестанешь выживать и начнешь сбор урожая. Это твой сезон. Это твой момент. Это твой призыв к выбору. И я наблюдаю, жду, готовый выпустить то, что было отложено, если только вы скажете «да». Да обещанию. Да наследству. Да чуду. Да благословению. Да для меня. Выбирать. И теперь, мое возлюбленное дитя, путь пред тобой открыт. Ты видел обе стороны, бурю и тишину, утрату и обещание, тишину ожидания и громовой зов судьбы. Ты слышал шепот тьмы, пытавшийся связать твое сердце страхом, и ты также чувствовал тягу моего духа, зовущего тебя из этого места к свету, к изобилию, к чуду, к возрождению. Поэтому я снова спрашиваю вас, как и в начале, продолжите ли вы действовать, подпитывая тьму? Продолжите ли вы идти по пути, который уже вас подвел? Или же вы подниметесь с новой верой и пойдете к свету, который я все это время зажигал для вас? И я не покинул тебя. И я не покинул тебя. Я ждал в тайном месте, на самом краю твоих решений, готовый ответить в тот момент, когда твое сердце снова обратится ко мне. И вот этот момент настал. Ты здесь. Ты слушаешь. И это значит, что произошло нечто могущественное. Небеса отметили этот момент. Если ты выберешь меня, о искренне, глубоко, полностью, то я буду вести тебя шаг за шагом.
Я не отправлю тебя одного в пустыню неизвестности. Я буду светом перед твоими ногами, голосом в твоем ухе, силой в твоей слабости, ответом в твоих сомнениях. Возьми меня за руку, дитя. Позволь мне вывести тебя. Не просто из нищеты, болезни или смятения, но из той идентичности, которая никогда по-настоящему не была твоей. Я хочу вернуть тебя обратно, жизнь. Ибо я Господь, Бог твой. И мне не доставляет удовольствия твоя боль. Мне доставляет радость привести моих детей к полноте, к наследию, к священному обетованию. Я никогда не желал, чтобы ты жил в нужде, позоре или бесконечном откладывании. Но я дал тебе право выбора. И сегодня ты его сделал. Ты послушал. Ты открыл свое сердце. Ты начал заново. А теперь крепко запомните этот момент. Пусть он станет алтарем в вашей памяти. Пусть это будет день, когда все начало меняться. Когда то, что было тяжелым, начнет подниматься. Когда то, что было мертвым, начнет шевелиться. Когда то, что было безмольным, начнет петь. Возможно, вы не увидите всего сразу, но перемены уже начались. Семена посеяны. Двери открыты. Молитвы активированы. Небеса движутся. Но вы должны бодрствовать. Будьте верны. Будьте готовы. Произнесите то, что вы услышали сегодня вслух в своем доме. Пусть ваши уста выскажут то, во что теперь верит ваше сердце. Запишите это. Заключите завет со своей душой. Скажите: это день, когда я обратился к изобилию. Это день, когда началось исцеление. Это час, когда моя судьба вновь пробудилась. И если вы чувствуете тяжесть этого момента, если вы знаете, что это слово для вас, приглашаю вас оставить комментарий ниже. Напишите слова: «Я выбираю свет», пусть это будет твоим первым публичным семенем, заявлением, свидетельством, знаком небесам и земле, что твое сердце в согласии с моим обещанием. Я читаю каждое слово. Я вижу каждый акт веры. Ничто не пропадает даром. И если это сообщение затронуло вашу душу, прошу вас, подпишитесь на этот канал. Оставайтесь на связи. Не погружайтесь в тишину. Дальше больше. Гораздо больше. В следующем видео я покажу вам, как поддерживать это чудо, как ежедневно жить в ритме благословения, как мудро распоряжаться своим наследием, как оставаться в гармонии с моим голосом, даже когда снова поднимется ветер. Вы не можете позволить себе пропустить это. Потому что это не просто одно слово, это путешествие. Преображение. Завет. И каждый шаг имеет значение. Итак, запомните, я не закончил с вами. Я никогда не заканчивал. Мои руки все еще формируют ваше будущее. Мой дух все еще размышляет над вашей следующей главой. Обещанное мною богатство все еще в пути. Чудо, в которое вы верили, ближе, чем когда-либо. Благословение, прорыв, исцеление, наследство – они принадлежат вам. Возьми меня за руку. Выбери свет. Иди вперед. Я поведу тебя. Аминь.